Добрый день, друзья! Сегодня расскажу вам о корнях орхидеи, которые мы с вами купили, но не пересаживаем. Как по-разному орхидеи растят корни в покупных горшках. Задолго до эфира, пока я собирала все орхидеи, пришел Семочка, устал ждать эфир и уснул. Давайте рассмотрим вот эти все орхидеи, как они в покупном грунте растят корни. За всеми орхидеями одинаковый уход. Поливаю все по краю горшка. Водой я пользуюсь из фильтра обратного осмоса. Эти орхидеи я ничем не стимулировала и не удобряла. Вот эти две орхидеи, Эрлип и вот эту орхидею, я вам показывала буквально 2 месяца назад. Я их покупала и сразу рассказывала про этот Эрлип и вот про эту орхидею. И посмотрите, вот куплены в один и тот же день, в один и тот же час, одна и та же поставка от GNP. Но как они по-разному себя ведут. Эрлип сбросил цветочки, остался всего один, вот там наверху маленький цветок. Он выпустил лист, и так как у него остался всего один распущенный цветок, посмотрите, что он делает с корнями. Он выпускает корни от шеи. О, вот с этой стороны даже лучше и больше их. Смотрите, что он творит в горшке. Везде, везде растущие корни. Вот его можно пересаживать. Самое удачное время будет для пересадки. А этот цветы пока не сбрасывает. Даже вот здесь на загнутом цветоносе, да, они подсыхают лепестки у цветов, но он их не сбрасывает сам, поэтому я и не трогаю его. И даже здесь он еще держит цветы. Тоже подсыхают. Тоже такие уже на грани того, что скоро сбросит. Но не сбрасывает пока еще. Пусть сбросит сам. Лист он тоже вырастил. Как бы так вам показать. У него очень тяжелый цветонос, он падает. Лист он тоже вырастил и хороший. Но с корнями пока такого прогресса нет. Начал растить корень от шеи. Хороший корешок. Вот здесь пробился на старом корне молоденький корешочек. А в горшке корней нет. В горшке нет ни одного раскукленного корня. Поэтому пусть доцветает. Не будем его подгонять. Я думаю, когда он сбросит цветочки, он займется корнями и также быстро их нарастит. Хорошие листья и у того, и у другого. Но вот это покупка 2-месячной давности. Эти орхидеи, остальные 4, это давние покупки, это весной, скорее всего, покупались орхидеи. Где-то есть название, где-то нет. И в горшках уже хорошие корни растут. Прекрасные корни. А от шеи-то какие со всех сторон корни пошли. Прекрасные. Тоже нужно очень срочно пересаживать. Еще второй такой же есть цветок. У него тоже прекрасные корни. Эти тоже растут вверх, ну, потому что и цветок сам наклонился. Нужно все пересаживать, ставить его ровно. Но корни-то какие в горшке. Тоже прекрасные.
поступить при пересадке вот с такими корнями, скорее всего, вот эту пересадку я вам покажу, но не сегодня, а, наверное, на следующей неделе. Потому что не стоит оставлять вот такие корни, растущие вверх. Их надо опускать в горшок. Как это сделать очень аккуратно, не повредив корни, я вам обязательно покажу эту пересадку. Но не все всегда бывает вот так идеально. Ни при покупке голландских каких-то орхидей, ни при покупке орхидеи GMP. Но вы знаете, что я чаще всего или такие покупаю орхидеи. Бывают и проблемы. Вот эта орхидея, когда я ее купила, у нее и листики теряли тургор. И что-то я тут намазала, потому что мне не понравилась какая-то чернота. А в горшке гнилых корней было очень много. Они остались там, вот они, гнилые корни. И вот гнилые корни. В горшке корней не нарастает. Растут корни только новые от основания шеи. Правда, одни прорастают вот здесь, может быть, не так видно, но вот корень от шеи, он пророс в горшок. Где-то еще видела какой-то корень. Да, и вот пророс. Ну вот, сейчас он начинает опускаться в горшок. Это у нас орхидея вот с таким названием. По-моему, это азиатский коралл. Капризны такие кораллы, очень капризны. Поэтому держу его до последнего. Вот эти длинные корни, наверное, еще месяц на него посмотрю, потом пересажу. Вот иногда бывает, и за 2 месяца корни прекрасные наросли, а иногда и 4, и 5 месяцев, а он капризный. Сам по себе цветок капризный. Поэтому сложно ему нарастить корни, но все равно растут. Но требуется просто больше времени. А когда вы видите вот такие гнилые корни в горшке, и вам кажется, что нужно срочно спасать орхидею, нужно срочно ее разбирать и наращивать корни, вот вы получаете тогда реанимашку. Я никогда не тороплюсь с пересадкой. Только если я вижу красные корни с фузариозом, вот тогда я могу разобрать. И то последнее время, даже если вижу красные корни, не разбирая орхидею, стараюсь пролить фундазолом несколько раз, просушить, пролить, посушить, полить, намазать основание фундазолом и все равно оставить в покупном горшке наращивать корни. Потому что я где-то рассказывала, что да, для того, чтобы увидели красные корни, начинаем разбирать. Вот сейчас я пришла к выводу, что лучше даже не разбирать из покупного горшка. Все равно в покупном горшке, вот как бы то ни было, но они растят корни лучше. А потом, когда нарастили, мы там обработали даже фундазолом, даже Максимом я немножко обрабатываю. Орхидеи начинают выпускать корни, и мы их безболезненно пересаживаем. И это очень важно. Одна из подписчиц недавно мне под каким-то видео написала: я купила первую орхидею, или мне подарили орхидею в начале лета. Разобрала, пересадила, орхидею потеряла. После этого купила 12 уценок и ни одной не потеряла. То есть вот это показатель того, что не нужно разбирать орхидею, даже с гнилыми корнями. Ну, просто наберитесь терпения и ждите, пока она начнет выпускать корни от шеи. Если у вас просто вот руки чешутся и вам что-то хочется сделать, максимально, что вы можете сделать, намазать вот так шею Максимом. Быстрее начнут расти корни. Если вам кажется, что нужно чем-то обработать вот этот ужасный, преужасный грунт, пролейте его тоже один раз Максимом. Нет Максима, пролейте привикуром. Потому что
много смотрят из Европы мой канал, у них нет Максима. Но Привикур Energy выпускают как раз в Европе, и он есть. Пролейте, сделайте один полив Привикуром. На нем даже написано, что побочный эффект Привикура – это корни образования. Но у Максима лучше, чем у Привикура. Но все-таки можно сделать и так. Пролейте грунт, поливайте потом по краю горшка, дождитесь корней, не пересаживайте. С реанимацией значительно сложнее, чем даже вот с таким гнилым грунтом. Не обращайте никогда внимания на этих подур, которые прыгают. Пусть себе прыгают. Просушите горшок, подуры исчезнут. Если находите действительно панцирного клеща, тогда обрабатывайте грунт, опрыскивайте или проливайте грунт препаратами от клещей. Я об этом рассказывала, все ссылочки, все подсказочки я вам обязательно оставлю. Никогда не надо торопиться. И еще хотела показать один цветок, это крес. Вот иногда бывают корни, вот как и у этого, растут вверх, а иногда растут просто в горшке. Все орхидеи разные. Все начинают наращивать корни по-разному. И для чего я вам показываю крес? Вот у него на одном листике, вот здесь внутри, есть черное сухое пятнышко. Если видите вот такое сухое пятнышко, если оно вас чем-то очень волнует, его можно опять же намазать Максимом, Привикуром. Единственная разница Максима, вот в намазывании именно вот таких черных пятнышек Максима и Привикура, Максимом мы обильно намазываем, он высыхает и делает пленку. Привикуром можно пользоваться тоже не разбавленным, но очень кисточкой очень тонкий слой наносим, потому что Привикур остается, это влага. И если попадет много влаги, то даже Привикур будет способствовать загниванию. Поэтому тонким слоем, аккуратно кисточкой намазали, оставили. Вот такие советы, такие корни. Пересадку обязательно буду показывать. Просто интересно посмотреть, что там и в горшке наросло, и как корни безболезненно, без потерь, вернее, не безболезненно, а без потерь опустить в горшок и посадить, чтобы они дальше росли. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!